Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Без стресса». С вами Лана Артамонова, софролог, специалист по работе со стрессом и эмоциональным здоровьем. И это наш первый выпуск, что само по себе волнительно и приятно. Пожелайте нам приятного начала и не забывайте подписываться на канал и на нашего гостя. Подкаст «Без стресса» раскрывает не только нашего сегодняшнего гостя, тему стресса, но и как наш гость соприкасается с этой темой в своей профессиональной среде. Слава Тимошенко, привет. Привет. Профессиональный фотограф. И мы, кстати, снимаем сейчас в студии, где работает Слава. Расскажи, как профессионал портретной съемки, headshot photography, номер один в Испании, часть огромного мирового сообщества. Как ты оказался в Барселоне? Взял и приехал, буквально. Да, до этого жил в Москве, где мы познакомились с моей будущей женой, которая в Москве же стала моей настоящей женой, и вместе приняли решение переехать в Барселону. Вот мы здесь уже 2 года. Классно. Соответственно, здесь живем и работаем. Много нового. Новый язык. Испанский Аня знает язык лучше. Я закончил 1 класс в этом году. Постепенно во все это врубаюсь. К счастью, Барселона, как и многие мегаполисы, многонациональный город, многоязыковой и очень много англоязычных приезжих и испанцев. Поэтому это не так, чтобы прям вообще вот закрытые двери. Вот. Но все равно испанский язык нужен, да, поэтому я его изучаю. Классно. И счастливы, я так понимаю, и довольны уже 2 года в Барселоне, да? Да, прекрасно, прекрасно. Местная зима мне нравится гораздо больше, чем московская. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, немного о специфике своей работы. Специфика работы как раз не изменилась. Может быть, просто я вижу больше счастливых лиц перед камерой, но это чисто из-за количества солнечных дней в году. Вот, Москва все-таки располагает к такому, что вот, более суровому восприятию реальности, а здесь люди более расслаблены. И это сразу видно. То есть погода имеет значение. В остальном специфика не поменялась. Я свое основное обучение проходил на английском языке, поэтому у меня даже в Москве на русском были некоторые затруднения, чтобы быстро перевести это на русский язык. Что-то вот то, что я выучил и применил. А с английским гораздо проще, потому что там есть уже какие-то готовые формы, которые просто бросаешь, и они работают. Классно. Спасибо. В личной беседе ты упомянул, что у тебя не было личного опыта работы с терапевтом или психологом. И тем не менее специфика твоей работы такова, что 10% это техника и 90% это психология. Расскажи, пожалуйста, как тебе удается достигать таких потрясающих результатов? Я надеюсь, у наших зрителей будет возможность посмотреть твои работы, портретной съемки. Что тебе помогает в работе? И вот эти 90% психологии, да, что тебе помогает в работе с людьми? Практика. То есть здесь все очень просто. Берешь камеру, ставишь свет и начинаешь сначала приглашать людей, кого-то сниматься бесплатно. Потом они появляются, начинают платить за это деньги, что, в принципе, неплохо. И да, схема одна и та же, свет один и тот же, в принципе. То есть схема, вот этот протокол работы тот же самый. Но поскольку человек каждый раз новый, то каждый раз получается как первый раз. И каждый раз нужно каждому человеку искать подход. И, в принципе, вот это все действительно... С техникой ничего нового. Сам кадр, вот, собственно, сделать сам кадр занимает 0,01 секунды. А вся остальная работа, она действительно касается психологии, и большая ее часть делается до того, как эта кнопка нажата. То есть человек приходит, если вы раньше виделись, это многое упрощает. Кто-то знакомый или, может быть, второй раз человек снимается. Чаще всего это первое знакомство, то есть вы никогда не виделись до этого. И чаще всего
В 90% случаев первое, что я слышу, когда человек приходит в студию, он говорит, это моя первая съемка. Вот. На что я отвечаю, это нормально. Это то, что я слышу в 90% случаев. Я обучен с этим работать. Давайте приступим. И поскольку я знаю все, как это все работает, потому что, в общем, не первый раз, и я являюсь ассоциированным фотографом, то есть это означает, что я прошел определенное обучение, сдал портфолио из 15 хедшотов, которые одобрены Питером Херли, как соответствующие стандартам, которые задает Headshot Crew, то, соответственно, у меня есть определенный уровень уверенности, что все будет хорошо. И этот уровень уверенности я транслирую в сторону клиента, и, соответственно, он это ловит, сам успокаивается, и вот таким образом все проходит более-менее гладко. Вау, супер. Но скажи, клиенты стрессуют? Да. Не все, но есть те, которые, то есть самые главные формы стресса, это как человек, то есть когда он первый раз в студии, первый раз у него профессиональная съемка, первый раз видит такой свет, первый раз видит себя на большом экране, вот. Первый раз видит себя не отраженным в зеркале, а нормальное, то есть справа, лево, слева. А лица несимметричны, поэтому, в общем, то, как мы видим себя в зеркале, это не то, как мы видим себя потом на экране, на фото. Поэтому многие себя не узнают, они говорят, что-то я на себя не похож. Я говорю, ну, знаете, там кроме вас никого не было. Вот. Или, скажем, да, просто как-то что-то я не нравлюсь себе, там, или что-то вот, то есть я прекрасно это понимаю, потому что люди себя воспринимают особенно обостренно. Вот. И сложно бывает, и когда ты вот показываешь, а они ожидали, может быть, чего-то другого, и они начинают задавать вопросы, ой, а это не так, ой, а это не эдак. И, соответственно, это как-то нагнетает, и не имея соответствующей подготовки, фотограф может как-то заметаться, начать думать, как справиться, что сделать. Но, к счастью, я обучен с этим справляться в большинстве случаев. Вау, это целая система на самом деле. Да, я боюсь, что в одно интервью мы это не уместим. Хорошо, смотри, в софрологии часто рекомендуют перед съемками, конференциями, вообще, когда публично, да, вот нужно проявляться, потому что фотография — это в прямом смысле проявление тебя, поэтому мы так к себе тоже и критичны. Вот, рекомендуют такую технику, когда человек заходит, например, в новую студию, найти удобное место, может быть, туалетная комната, какой-то спокойный уголок, где ты садишься, закрываешь глаза, да, то есть переключаешь внимание со внешнего мира, это я клиенту, да, например, и закрываешь глаза и чувствуешь контакт с самим собой. То есть несколько секунд, чтобы вообще почувствовать, где ты находишься, да, как ты себя чувствуешь. Ведь путь на студию лежал, возможно, через определенный стресс, транспорт, пробки, ты о чем-то думал, какие-то люди, да, тебе писали сообщения. То есть буквально пару секунд вернуться к себе, подышать, да, сделать вдох на 4, выдох на 4 и сконцентрироваться вообще, зачем ты здесь. То есть бывает часто мы приходим и сразу, например, хотим понравиться или начинаем переживать, как мы получимся, да, на фотографии. А на самом деле у тебя есть цель. И твоя цель — это получить профессиональную, да, хорошую фото, которую, я так понимаю, потом можно использовать в LinkedIn, профессиональные профили. Где угодно. Вот. И поэтому как только ты убираешь фокус из внешнего, переносишь на себя и понимаешь, да, зачем ты здесь, как вспоминаешь, зачем ты здесь, то сразу приходит вот это внутреннее спокойствие и ощущение, что окей, я собран или я собрана. Просто хотела прокомментировать. Это мы про клиента говорим, да? Да, конечно. Не фотограф должен этим заниматься. Нет, это именно я про клиента. Ясно. Но я могу только добавить, что, конечно, не все знакомы с этой системой. Было бы, конечно, очень здорово. И для многих наверняка поход на фотосессию сравним с походом к врачу. Да.
С той только разницей, что, в общем, если ты будешь откладывать фотосессию, то ничего страшного с твоим здоровьем не случится. А если, скажем, там, откладывать лечение зуба, то со временем это разовьется во что-то очень неприятное. А в остальном, да, люди приходят, люди в каком-то смысле обнажают себя, они понимают, что им придется открыться, им придется что увидеть, и причем довериться незнакомому человеку. Вот. И поэтому необходимо быть максимально бережным, естественно, с людьми. То есть, да, человек может проводить какие-то практики, но даже если он с ними совершенно не знаком, я как-то стараюсь максимально бережно человека вот взять на входе в студию, донести, провести через весь этот процесс, там, не задеть, не обидеть, потому что это не имеет ничего общего с личностью. Когда я, например, делаю какие-то замечания по внешности, я не имею в виду, то есть это не замечание к личности. Вот. И, соответственно, да, мне тоже нужно все это учитывать. Вау, вау, смотри, раз мы приближаемся к теме стресса, существуют разные источники стресса у специалистов, да? По данным American Institute of Stress, 50% это давление сроков на специалиста, 28% это нагруженность работой, ну и так далее по шкале, да, личная жизнь, etc. А что для тебя является этим источником стресса в твоей профессиональной среде? Хотел бы я, чтобы загруженность работы была источником стресса. Но, к счастью, я эту загруженность балансирую стоимостью услуг. Поэтому если загруженность будет выше, стоимость просто будет выше, и, соответственно, загруженность... Но это маркетология, или как это назвать. Для меня источником стресса, наверное, является какая-то непредсказуемость потока клиентов, потому что когда ты зарабатываешь этим деньги, ты все равно как-то рассчитываешь на это. Там в один месяц может быть 10 человек, в другой месяц может быть 2 человека. И вроде бы ничего не менял, вроде бы все как есть, но вот эти вот будни фрилансера, а у меня где-то 17 лет стажа фрилансером, они предполагают вот такую непредсказуемость, и, наверное, какой-то стресс с этим связан. Но, по сути, ты как просто маленькая корпорация, потому что у любой корпорации есть тоже определенный объем заказов, который может быть меньше, может быть больше. И мое правило – просто правильно делай свою работу, хорошо в срок, и делай все правильно, и результат не заставит себя ждать. Может быть, нужно время. И когда ты, например, чувствуешь, что стресс начинает обладать тобой, да, ты смотришь, может быть, что продвижение вызывает, да, вот этот процесс продвижения вызывает у тебя, ну вот, разные такие эмоции. Что ты делаешь? Вот как ты себя успокаиваешь? Есть ли у тебя какая-то рутина? О чем ты думаешь, например? Да, рутина спасает. Наверное, в первую очередь спасает, что я достаточно толстокожий в этом плане. А во-вторых, я просто начинаю делать, да, какие-то простые действия, которые мне доступны, результат которых виден сразу. Не в смысле посуду мыть, хотя это тоже помогает, а в смысле подчищать какие-то хвосты, которые у меня там есть, что-то, может быть, там на сайте оптимизировать, еще что-то, то есть вот какая-то такая мелкая работа организационная. И если я чувствую, что я вот сделал все, что возможно на данный момент, и даже если результата сразу не последовало, непосредственного там, успеха финансового и прочего, то я, по крайней мере, знаю, что я сделал все возможное. Вот. И вот этот факт успокаивает. То есть перенаправляешь свое внимание в действие, можно так сказать. Но в то же время появляется волнение, что, может быть, чего-то и не сделал, что, может быть, что-то выпустил из внимания. И вот это вот дополнительный источник стресса. Что когда вроде бы все сделал, но, может быть, где-то можно было там написать кому-то еще, может быть, там с кем-то поговорить чуть больше, и это привело бы к какому-то результату, а ты этого не сделал. Но это, наверное, то, что покрывается русской поговоркой «лучший враг хорошего». То есть нельзя там порваться на все 4 стороны, а как-то вот понять, где надо остановиться и просто подождать, действительно выдохнуть,
на 4. Надо держать воздух на 4. Да. А как тебе бы хотелось себя чувствовать вместо этого? Как ты в идеале видишь вообще вот это продвижение, созвон с новыми потенциальными клиентами? Как ты при этом хочешь себя чувствовать? Я, наверное, как и все нормальные люди, хочу чувствовать отзыв непосредственный. Но я также прекрасно понимаю, что это, в общем, такой огородик, посадив семечко в котором, нельзя ожидать, что вот уже к вечеру вырастет дерево, и можно будет сорвать яблоко и съесть его. И что то, что ты сделал сейчас, оно даст результат, может быть, только через год. А сейчас ты получаешь результат того, что ты сделал год назад. Поэтому вот и так устанавливается связь времен, будем так это называть. Здорово, классно подмечено. Я как софролог и фрилансер уже могу сказать, что беспокойство и сомнения — это вообще естественная реакция на неопределенность. И американский психиатр Филь Штутц говорит, главная ошибка человека — это ждать, что неизвестность, боль и работа однажды исчезнут. Так что все мы ошибаемся. Окей. А какой вот в дополнение хотелось бы тебе просто свое мнение, да, здесь оставить? Что вообще помимо того, что ждать, вот, действовать можно сделать? Во-первых, всегда возвращаться к дыханию. Да? Вот на мой взгляд, как только я чувствую, что мое внимание куда-то ушло, я начинаю переживать, много, мало ли я сделала, ну, то есть такая оценка, да, происходит, я возвращаюсь к дыханию. Это вот первое, что мы делаем, когда рождаемся, и последнее, что у нас уходит, когда мы умираем, и опять же на 4. Затем я оцениваю прогресс. То есть, чтобы немного себя успокоить, вот как ты правильно вообще подсветил, что ты получаешь результат, возможно, того, что ты сделал год назад. Поэтому это же все-таки прогресс, Да. вот, и это очень важно отслеживать. Я для себя говорю, что если я оглядываюсь на год назад, и если у меня возникает в голове мысль, что каким же идиотом я был год назад, значит, чего-то я все-таки добился за этот год. Слава, скажи, и обмен опытом, да, говорить, например, с коллегами, специалистами из твоей сферы, это тоже терапевтично. Вот у меня есть испаноговорящий клиент, который работает в научных данных, и в сфере вот исследования сказать, что ты не окей, или вещи, которые тебя стрессуют, это равносильно потерять проект, участие в проекте. Скажи, у вас есть что-то такое, какие-то табу, между собой вы общаетесь, есть ли какая-то платформа, где вы можете поделиться сопереживаниями, не знаю, планами, получить отклик? Да, платформа есть. Это, во-первых, сайт headshotcrew.com. И, в общем, поддержка коллег, она бесценна. Потому что когда начались все большие перемены, то есть началась война, переезд, неизвестность и прочее, все коллеги, большинство активных, с кем я более-менее плотно общался, с кем виделся в последнюю поездку в Штаты, поддерживали, спрашивали, и до сих пор, в общем, у нас Zoom-касты проводятся, крюкасты мы их называем. Окей. Проводятся каждую неделю по нескольку, где есть конкурс фотографий, есть портретный крюкаст, есть просто какие-то специалисты приходят, рассказывают о чем-то новом. Мы сами делимся опытом друг с другом. И это, конечно, уровень профессиональной уверенности поддерживает вот там, где он должен быть. То есть ты не один, ты не сомневаешься в том, что ты делаешь, всегда есть люди, которые тебя поддержат. Поддержат не в смысле, что там похлопают по плечу, скажут, там, все будет хорошо, а именно в профессиональном плане, когда ты вдруг засомневался, что, может быть, я делаю что-то не то, может быть, я свернул куда-то не туда, может быть, у меня там банально просто там с цветом, светом и выражением лица моих клиентов на фото что-то не так. Ты всегда есть кому показать, и тебе всегда укажут на то, что так, что не так, при этом конструктивно, а не просто нравится, не нравится. И вот это вот, то есть вот какая-то буквально ежедневная калибровка того, что мы делаем, происходит друг у друга, и это поддерживает невероятно, да.
Поэтому это Вау. очень важно. А есть место эмоциональному какому-то выплеску? Это уместно? Говорить о своих чувствах, как ты себя чувствуешь, если не получается? Или просто озвучиваете проблему, может быть, какую-то точку роста, и все друг друга подхватывают, как у нас на мастер-майнде это происходит здесь, и дают тебе свое мнение и так далее. То есть эмоциональная часть учитывается, или это... Конечно, учитывается, потому что мы все люди, но Питер декларировал вот, участие в Headshot Crew и все происходящее как AFZ, Asshole Free Zone. То есть если кто-то ведет себя неподобающим образом, переходит на личности или как там цепляется, троллит или еще что-то такое, человек очень быстро лишается привилегии общения в крю. То есть самое главное – это корректно, без перехода на личности, сугубо профессиональное общение. То есть если кто-то плохо снимает, понятно, что человек только начал, и никто не будет говорить: ой, ты плохо снимаешь, там еще что-то такое. Такое какое-то вот типичное затаптывание друг друга в грязь, которое там в большом интернете происходит. В узкой профессиональной среде всегда скажут: добро пожаловать, там типа вот я месяц всего снимаю, вот я снял. Человек показывает отвратительные фото. Каждый, кто сейчас достиг определенного уровня, там вот типа моего, выше моего, чуть-чуть там, ниже моего, помнит свои первые фото. И он прекрасно помнит, какими они были. И поэтому скажет, что замечательно, вот, и скажет, что поправить. Не говорят там хорошо, плохо, нравится, не нравится, это любительская оценка. Мы действуем как профессионалы, соответственно, мы оцениваем по каким-то критериям изменяемым, опять же. То есть здесь можно цвет поменять, вот здесь выражение лица, его нужно добиться немножечко другого. Здесь, скажем, волосы не так лежат. То есть вот технические, не касающиеся личности, то есть не затрагивающие человека как... Ну, то есть никто никого не втаптывает в грязь, это не поощряется. Безопасное такое Да, пространство. Мне именно очень так. нравится этот подход, на самом деле. Мне кажется, гуманным. И это эволюция, да, человека, это его прогресс. Точно так же, как у тебя. Подскажи, если я ошибаюсь. Но опять же, в личной беседе ты упомянул, что подготовка только твоего портфолио у тебя заняла Чуть больше года. чуть больше года, чтобы приготовить сколько фотографий? 15. Ну, там 20 было в итоге. Но требуется 15. Чтобы они соответствовали вот определенным критериям, они были вот то, что называется consistency, то есть постоянно соответствовали, да, критериям. Это какой уровень вообще концентрации, да? Как говорят на испанском, раз мы уже в Испании, эксихенция, то есть требовательности тоже к себе, именно не к себе, а к своему вот искусству, да, своей работе должен иметь человек, чтобы в течение года работать над 15 портретами. У нас есть ребята, которые меньше, то есть пара человек точно за полгода справились. Кто-то, чей-то путь занимает там 2, 3, 4, 5, 6 лет. Но это как раз нет каких-то вот курсов там годичных, двухгодичных в крю. Каждый движется своим путем, в своем ритме. И вот как только набирает портфолио, он запрашивает ревью, отсмотр, анализ, и, соответственно, там либо набирается 15 фото, либо нет. Там, если нет, то движемся дальше. Почему? Если, скажем, вдруг человек начал снимать лучше, то планка повышается, и те фото, которые сначала были одобрены, отметаются. Окей. Вот. Поэтому, может быть, я сейчас, я с теми фото, которые тогда были одобрены сейчас, они бы уже не прошли. Но мне нравится, что нету вот этого временного фактора, который давит Да, на каждый тебя. в своем ритме работает. Вау, это, кстати, как софролог я должна отметить, безусловно. Супер. Смотри, в заключении, как бы, чтобы подвести небольшой итог, к чему мы говорили, я с помощью чата GPT подсчитала, что человек при средней жизни в 78-80 лет, это берем Испанию, да, например,
И предполагая, что он начал работать с 22 лет и вышел на пенсию в 65, то есть где-то у него 43 года стажа, и работал он 40 часов, не переживайте, сейчас пойдут цифры, и эти 40 часов, если мы умножаем на 52 недели, что есть в году, получается там экис часов в год, которые человек проработал. Затем мы берем эти экис часов в год, умножаем на 43 года стажа, и у нас получается огромное количество вообще часов. Я сейчас объясню, к чему я веду. Затем мы делим это на 24 часа в сутки, делим на 365 дней в году и получаем 10,2 года нашей жизни, которые мы проводим на рабочем месте. То есть чистыми 10 лет нашей жизни мы работаем. Ну, это среднестатистический человек. И здесь, конечно, так как я продвигаю тему работы со стрессом, со стрессоустойчивостью на рабочем месте, я еще раз хочу подчеркнуть важность, насколько это важно. Это вот 10 лет, да, это целая жизнь, которую ты проводишь на работе, и если это некомфортная среда, если это не такое безопасное пространство, как вот твоя организация, да, к которой ты, например, относишься, если это постоянный стресс, давление и так далее, то это чревато очень, ну, как бы большими последствиями. Так вот, скажи, пожалуйста, какой совет ты хотел бы дать этому среднестатистическому специалисту, вот, может быть, кому-то, кто только начинает, да, неважно вообще в какой среде, чтобы поддерживать здоровье, чтобы поддерживать уровень стрессоустойчивости, и чтобы не забывать наслаждаться вообще тем, что ты делаешь. Вот ты 17 лет фрилансер уже, у тебя огромный опыт. Что бы ты сказал? Ну, фриланс это имеет мало отношения к среднестатистическому человеку. И я не считаю себя репрезентативной выборкой в этом плане. Поэтому мне сложно давать какие-то советы. Я могу рассказать свою историю. То есть я к фотографии пришел таким путем, что сначала она была моим хобби, а потом я начал думать, как заработать этим деньги. То есть, наверное, вот такой путь может быть правильным. Найти то, что тебе по-настоящему нравится, начать этим заниматься, а потом начинать думать, как это перевести на профессиональные рельсы, как зарабатывать этим деньги. То есть, ну, формула не уникальна, она не нова, не все исследуют, может быть, кто-то не может, кто-то не хочет, у кого-то обстоятельства. Сложно людей винить за то, что там какие-то обстоятельства могут сложиться. Не все могут себе позволить, скажем, быть фрилансером. Но основное, то есть если есть возможность, и дальше следуют все вот эти банальные поговорки про то, что найдите дело, которое вам нравится, и вам не придется работать ни одной минуты. Вот. Потому что в меня, например, фотографии, как только я понял, что мне это нравится, именно портреты, хедшоты, оно в меня стало втекать само. Я сам начал изучать материалы по теме, я сам начал зависать на зумкастах, я сам начал снимать, и все вот это вот в меня... То есть я не чувствовал, что мне приходится что-то там проворачивать, там как-то какие-то тяжести таскать, хотя тяжести достаточно, а просто вот оно как-то вот само в меня затекало. То есть надо найти вот этот перепад высот, встать внизу, и оно все само в тебя потечет. Вау, то есть поговорки на самом деле есть место быть. И вот такой гармоничный результат, который был у тебя, да, о котором ты сейчас рассказываешь, тому свидетельство. Слава, спасибо тебе огромное, что сегодня выбрал разделить это время и пространство со мной в этом подкасте. Я приглашаю всех, кто нас слушает, написать комментарии, чем вы занимаетесь, какая специфика в вашей работе и почему вы стрессуете или не стрессуете на рабочем месте. Всего доброго, всем пока, до новых встреч. До свидания. Как по ощущениям? Сигенты. Было немного странновато, Скованно на себя на самом чувствовал, деле. да, слишком много света. Скованно себя чувствовал, да? Ну, не знаю, Ну, посмотрим. это как-то странно. Это такое, как внутреннее напряжение, которое не позволяет тебе, естественно, болтать, что ли, не знаю, общаться. Ну, мы старались двигаться по сценарию, поэтому...
Как выглядело? Давайте. Было довольно спокойно. Мне кажется, очень много ты сказал подсказок. То есть это, может быть, для тебя уже такая обыденная информация, которую ты не раз повторял и так далее. Но я вот во многом, что ты говорил, вижу очень много полезностей для обычного обывателя, людей на работе, подсказки, которые, во-первых, ты сделал акцент на безопасном сообществе. Это очень важно, да? Ну, плюс еще вот его упомянул, можно так сказать. Потом ты говорил о тонкости и деликатности с клиентом. Это тоже пригодится. очень классно. Хорошо. Это, ну, для меня, мне кажется, это прям твои сильные стороны. То есть быть деликатным и одновременно получать вот этот колоссальный результат, на мой взгляд, я считаю, что... А только так и получится, потому что если человек вошел, и он всего боится, он стесняется, он тебя не знает, а ты вдруг с ним так за панибрата так «Эй, ля-ля, там, бабам!» Вот, он закроется еще больше, ничего не получится тогда. Вот, мне показался такой прям человеческий и профессиональный фактор, очень важный. Если бы я выбирала специалиста, с кем бы я хотела поработать, для меня бы это прям был, знаешь, пункт такой decisivo, ну, то есть принять решение именно в этом плане. Что еще? Конечно, я хотела из тебя чуть-чуть повытягивать, да, именно такую сентиментальную часть, да, вот именно на Можно было уровне попробовать. ощущений, как вот, да, ты стрессуешь, хорошо, ты перенаправляешь внимание, но вот эти переживания, они же как-то проявляются в теле, не знаю, в твоем тоне, в твоих мыслях, то есть какой окрас у этого, если бы мы говорили о красках? Это тебе нужно другое интервью. Знаешь, кто должен сидеть на этом диване, чтобы об этом всем рассказать. Не, я думаю, что ты тоже способен. Может привычка, быть, может это быть. привычка. А знаешь, что, как я делаю? Если я, скажем, часто так было, и это работает прекрасно, я хочу кого-нибудь сфотографировать. Интересный человек или просто красивый человек. Приглашаю в студию, мы фотографируемся, но я при этом прекрасно знаю, что будет вторая фотосессия, потому что на первой человек не раскроется до конца. Это такое знакомство, то есть он или она видит этот цвет, как это работает, какой результат, прочее, прочее. Потому что готовился там совершенно к другому. Или вообще непонятно, к чему было готовиться. Все видят фотки, но никто не заходит дальше, там, скажем, в раздел видео, посмотреть, а как это, собственно, снимается. А даже если ты зашел, посмотрел, все равно, как только ты оказываешься по ту сторону, это ощущается совершенно иначе. У тебя может быть чувствительность к свету, поэтому этот цвет будет слишком ярким для тебя. И сразу вот такого человека снимать нельзя. Вот. Поэтому я приглашаю на вторую фотосессию. На вторую фотосессию человек уже приходит в студию как к себе домой. Совершенно другая атмосфера, совершенно другие фото. То есть это часть процесса. Можно считать это одной большой фотосессией, просто разделенной на две части. Класс. А еще хотела узнать у тебя, вот фотограф, да? В момент, убираем даже тему стресса немножко, да, на такой... на второй план и просто говорим об эмоциях. Фотограф, когда грустит, переживает, вот, да, например, думает слишком много, как это вообще отражается, я не знаю, в какой-то, хочется снимать меланхоличную какую-то, может быть, природу, меняется предпочтение? Я не говорю именно вот о работе, чем ты занимаешься, а твоя любительская какая-то съемка. Она меняется в соотношении, как ты себя чувствуешь, как вообще играют в тебе эмоции, имеет? Я сравниваю фотографию с охотой или с рыбалкой. Потому что, да, ты вооружился каким-то вот инструментом, ты пошел в какое-то место, где может быть улов, но ты не знаешь точно. Может быть этот кадр, может не быть этот кадр. Моя цель, там, скажем, если я иду куда-то что-то снимать или там еду куда-то, лечу в другую страну, получить один кадр, один по-настоящему интересный кадр. Я могу снять 1000, 2000, 3000, но вот у меня задача один. И когда я чувствую, что вот он есть, то хорошо. Я продолжаю снимать, я не кладу камеру в сумку, я продолжаю снимать, но вот я знаю, что он у меня есть. И это может быть разное. То есть я не знаю, зависит ли это от настроения, потому что наоборот, я
Многие, может быть, воспринимают камеру как такой... откуда слово shoot, собственно, headshot? Это вот как выстрел в голову. То есть предполагается, что энергия выходит из камеры и попадает в объект. Я это воспринимаю наоборот. То есть мне гораздо ближе русскоязычное снимок, то есть сделать снимок, или take a photo, то есть что-то принять. То есть я предполагаю, что энергия идет оттуда сюда, от человека ко мне. Может быть, во время каких-то вот режиссируемых фотосессий, как хедшот-фотосессии, портретные фотосессии, здесь энергия проходит двойной путь. То есть я сначала путем своей мимики, своего голоса и прочего направляю ее туда, она отпрыгивает от субъекта и уже попадает в камеру. Когда я где-то на охоте, там уличная съемка и прочее, там она не контролируется, ты не можешь никому сказать, там, типа, там приняли позу. Ты наоборот, ты ищешь какие-то моменты, которые выглядят максимально естественно, без твоего участия. Поэтому я использую длиннофокусный объектив, который мне позволяет быть далеко и близко одновременно. Вот. И я вот это снимаю, то есть я принимаю энергию. Очень мне понравилась вот эта тема. Поэтому я открыт любому. То есть я вижу что-то веселое, смешное, я снимаю веселое и смешное. Вижу что-то грустное, я тут же переключаюсь, снимаю грустное. Вот, то есть ты открываешь, это как медитация. Вот когда ты закрываешь глаза, садишься и пытаешься, чтобы у тебя в одно ухо влетело и из другого вылетело. Это медитация, да? Открыться. Я не знаю, я так это воспринимал, когда слышал. Избавиться от всех мыслей или дать им просто спокойно из тебя вытечь. Вот. И с камерой вот на уличной съемке, например, происходит примерно то же самое. Или на природе. Ты идешь, ты просто открываешься, и ты радуешься, ты вынужден радоваться всему, что ты видишь. Ты вынужден начинаешь во всем искать красивое, потому что тебе надо это отобразить, надо зафиксировать. Ты не можешь просто взять там, смотрите, там, скажешь, что это слепой человек снимал. Нет. Вообще мне понравилась твоя фраза в одном из интервью, когда ты говоришь, что твоя задача, чтобы для человека это был его лучший день в жизни. То есть, чтобы человек выглядел, как он выглядит в лучший день своей жизни. Вот. Вот, спасибо, что поправил. Мне прям очень запало. Да, то есть это происходит такой, как это, эмоциональный пампинг, потому что люди в спокойном состоянии, они так... окей, все хорошо. То есть человек все хорошо. Вот. А он выглядит так, как будто у него кто-то умер, например. Просто ничего не выражает. А чтобы начать что-то выражать, надо подпрыгнуть, грубо говоря, эмоционально. И вот я как раз подбрасываю. Классно. Людей, они такие. И вот пока он приземлился, но еще не успокоился, и получается тот самый снимок. Как будто он естественный, нет никакой камеры, и он выглядит, как выглядит в лучший день своей жизни. Не в смысле там с максимум мейкапа или там просто, а именно эмоционально. Энергетически, Энергетически, да, но при этом естественно. Вау. Это обязательно должно быть в нашем подкасте про энергию. Мне очень Хорошо, понравилось. мы это бонусом оставим. Хочешь, закроем наш сегодняшний подкаст маленькой практикой? Да. Смотри, для этого нам надо, может быть, немножко поменять нашу позицию, в которой мы сидим. Рискованно. Где ноги стоят плотно на полу, обе ступни. Окей. Руки лежат на коленях. Хорошо. Ты чувствуешь контакт спины со спинкой дивана и закрываешь глаза. Свет не проблема? Да? С закрытыми глазами и с ровным, спокойным дыханием, выключив этот свет и переведя внимание на себя, несколько секунд почувствовать дыхание, взбитое это дыхание или ровное, спокойное. Где напряжение в теле. Есть ли оно вообще? Или тебе достаточно комфортно и безопасно? Чувствую, что у меня плечи разной высоты или колени. Эти несколько секунд просто, чтобы мысленно поблагодарить себя
за то, что сегодня ты выполняешь эту работу в удовольствие. И, возможно, плоды этой работы, как ты уже сказал в самом подкасте, придут к тебе в ближайшее время или в ближайший год. Несколько секунд, чтобы зафиксировать этот опыт, который ты только что прожил в безопасной и доверительной беседе. Благодарю тебя и всех, кто сегодня в этой студии. Женя, Яня, спасибо вам большое. Вдох через нос на 4. И выдох через рот на 4. Пошевели пальчиками ног, пальчиками рук. И вытянись, как если бы это было после небольшой сиесты. И открываешь глаза. Спасибо. Muy bien.